Русская народная сказка «Царевна-лягушка». В старые годы у одного царя было 3 сына. Вот, когда сыновья подросли, царь собрал их и говорит: «Сынки мои любезные, пока я еще не стар, мне охота бы вас женить, посмотреть на ваших деточек, на моих внучат». А сыновья ему отвечают: «Так что ж, батюшка, благослови, на ком же нам жениться?» «Вот что, сынки, возьмите по стреле, выходите в чистое поле и стреляйте, куда стрелы упадут, там и ваша судьба». Сыновья поклонились отцу, взяли по стреле, вышли в чистое поле, натянули луки и выстрелили. У старшего сына стрела упала на боярский двор. Подняла стрелу боярская дочь. У среднего сына упала стрела на широкий купеческий двор. Подняла ее купеческая дочь. А у младшего сына Ивана-Царевича стрела поднялась и улетела сам незнамо куда. Вот он шел, дошел до болота. Видит, сидит лягушка. Подхватила она его стрелу. Иван-Царевич ей говорит: «Лягушка, лягушка, отдай мою стрелу». А лягушка ему отвечает: «Возьми меня замуж». «Что ты? Как я возьму тебя в жены? Лягушку?» «Бери, знать, судьба твоя такая». Закручинился Иван-Царевич, делать нечего. Взял лягушку, принес домой. Царь сыграл 3 свадьбы. Старшего сына женил на боярской дочери, среднего на купеческой, а несчастного Ивана-Царевича на лягушке. Вот царь позвал сыновей. «Хочу посмотреть, которая из ваших жен лучшая рукодельница. Пускай сошьют мне до завтра по рубашке». Сыновья поклонились отцу и пошли. Иван-Царевич приходит домой, сел и голову повесил. А лягушка по полу скачет и спрашивает: «Что Иван-Царевич голову повесил? Или горе какое?» «Батюшка велел тебе до завтра рубашку ему сшить». А лягушка ему отвечает: «Не тужи, Иван-Царевич, ложись, лучше спать. Утро вечера мудренее». Иван-Царевич лег спать, а лягушка прыгнула на крыльцо, сбросила с себя лягушечью кожу, обернулась Василисой Премудрой, такой красавицей, что и в сказке не расскажешь. А Василиса Премудрая ударила в ладоши и крикнула: «Мамки-няньки, собирайтесь, наряжайтесь, шейте мне к утру такую рубаху, какую видел я у моего родного батюшки». Иван-Царевич утром проснулся, а лягушка опять по полу скачет, а уж рубашка лежит на столе, завернута в полотенце. Обрадовался Иван-Царевич, взял рубашку, понес к отцу. Царь в это время принимал дары от старших сыновей. Старший сын развернул рубашку, царь принял ее и сказал: «Эту рубашку в черной избе носить». Средний развернул рубашку, царь говорит: «А в этой только в баню ходить». А Иван-Царевич развернул рубашку, изукрашенную златом, серебром, хитрыми узорами. Царь только взглянул: «Ну вот эта рубашка, ее только в праздник надевать». Пошли братья по домам, те двое, и судят между собой: «Нет, видно, мы напрасно смеялись над женой Ивана-Царевича, она не лягушка, а какая-нибудь волшебница». Царь опять позвал сыновей: «Пускай ваши жены испекут мне до завтра хлеб, хочу узнать, который из них лучше стряпает». Иван-Царевич голову повесил, пришел домой, а лягушка спрашивает: «Что это ты закручинился, Иван-Царевич?» И он отвечает: «А надо до завтра испечь царю хлеб». «Не тужи, Иван-Царевич, лучше ложись спать. Утро вечера мудренее». А те невестки сперва-то смеялись над лягушкой, а теперь послали одну бабушку-служанку посмотреть, как лягушка будет хлеб печь. А лягушка хитра. Она это смекнула, замесила тесто, печь сверху разломала, да прямо туда в дыру все это и вылила. Бабушка-служанка прибежала к царским невесткам, все рассказала, и те так же сделали, как и лягушка. А лягушка прыгнула на крыльцо, обернулась Василисой Премудрой, ударила в ладоши и кричит: «Мамки-няньки, собирайтесь, наряжайтесь, испеките мне к утру мягкий хлеб, белый, вкусный, как у моего родного батюшки было». Иван-Царевич утром проснулся, а уж на столе стоит хлеб белый, по бокам узоры, печатный, сверху города с заставами. Иван-Царевич обрадовался, понес хлеб к отцу, а царь в это время принимал дары от старших сыновей. У их жен-то получилось что-то непонятное, целая горелая грязь.
Царь их хлеба отдал слугам, а как подал Иван-царевич, царь сказал: «А вот этот хлеб только в праздник его и есть». И приказал царь 3 своим сыновьям, чтобы завтра явились к нему на пир вместе с женами. Опять вратился Иван-царевич домой невесел, ниже плеч голову повесил, лягушка и по полу скачет и говорит: Куа-куа. Иван-царевич что закручинился? Или устыхал от батюшки слова неприветливые? «Лягушка, лягушка, как мне не горевать? Батюшка наказал, чтобы я пришел с тобой на пир. А как я тебя людям покажу?» Лягушка ему отвечает: Не тужи. Иван-царевич, иди на пир один, а я вслед за тобой буду. Как услышишь стук да гром, не пугайся, спросит тебя. Скажи, это моя лягушонка в коробчонке едет. Иван-царевич и пошел один. Вот старшие братья приехали с женами, разодетые, разубранные, нарумяненные, стоят над Иваном-царевичем, смеются. «Что ж ты без жены пришел? Хоть бы в платочке ее принес, где бы такую красавицу-то выискал? Чай все болота исходил». Царь с сыновьями, с невестками, с гостями сели за столы дубовые, за скатерти браные, пировать. Вдруг поднялся стук да гром, весь дворец затрясся, гости испугались, повскакивали с места, а Иван-царевич и говорит: «Не бойтесь, честные гости, это моя лягушонка в коробчонке приехала». Подлетела к царскому крыльцу золоченая карета о 6 белых лошадях, и выходит оттуда Василиса Премудрая, на лазурном платье звезды, на голове месяц ясный. Такая красавица, не вздумать, не взгадать, только в сказке сказать. Берет она Ивана-царевича за руки, ведет за столы дубовые, за скатерти браные. Стали гости есть, пить, веселиться. Василиса Премудрая испила из стакана, да остатки себе за левый рукав вылила, а косточки за правый рукав отложила. Жены старших царевичей увидели ее хитрости и давай то же самое делать. Попили, поели, настал черед плясать. А Василиса Премудрая подхватила Ивана-царевича и пошла. Уж она плясала, вертелась. Всем на диво. Махнула левым рукавом, вдруг сделалось озеро, махнула правым рукавом. Поплыли по озеру белые лебеди. Царь и гости диву дались. А старшие невестки пошли плясать. Махнули рукавом, только гостей забрызгали. Махнули другим, только кости разлетелись. Одной кость прям царю в глаз и попала. Царь рассердился и обеих невесток прогнал. А в ту пору Иван-царевич отлучился потихоньку, побежал домой, нашел там лягушечью кожу и бросил ее в печь. Сжег на огне. Василиса Премудрая возвращается домой, хватилась. Нет лягушачьей кожи. Села на лавку, запечалилась, приуныла и говорит: Ах, Иван-царевич, что же ты наделал? Если бы ты еще только 3 дня подождал, я бы вечно твоею была. А теперь прощай. Ищи меня за 3 земель в 30 царстве у Кощея Бессмертного. Обернулась Василиса Премудрой серой кукушкой и улетела в окно. Иван-царевич поплакал, поклонился на 4 стороны и пошел, куда глаза глядят, искать Василису Премудрую. Шел он близко ли, далеко ли, долго ли, коротко ли, сапоги износил, кафтаны стер. Попадается ему старый старичок. «Здравствуй, добрый молодец, что ты ищешь, куда ты путь держишь?» Иван-царевич рассказал ему про свое несчастье, старичок ему и говорит: «Эх, Иван-царевич, зачем ты лягушачью кожу спалил? Не ты ее надел, не тебе ее было снимать. Василиса Премудрая хитрей, мудрей своего отца родилась. Он зато осерчал на нее и велел ей 3 года быть лягушкой. Ну, делать нечего, вот тебе клубок. Куда он покатится, туда ты и ступай за ним смело». Иван-царевич поблагодарил старого старичка и пошел за клубочком. Клубок катится, он за ним идет. В чистом поле попадается ему медведь. Царевич нацелился, хотел убить зверя, а медведь ему и говорит голосом человеческим: «Не бей меня, Иван-царевич, когда-нибудь тебе пригожусь». Иван-царевич пожалел медведя, не стал его стрелять, пошел дальше. Глядит, над ним селезень летит, он уже нацелился на его, а селезень ему говорит человеческим голосом: «Не бей меня, Иван-царевич, я тебе пригожусь». Он пожалел селезня и пошел дальше. Бежит косой заяц. Иван-царевич опять спохватился, хочет в него стрелять, а заяц ему человеческим голосом и говорит: «Не убивай меня, Иван-царевич, я тебе пригожусь». Пожалел он зайца, пошел дальше, подходит к синему морю и видит, на берегу на песке лежит щука. Едва дышит.
И она ему тоже говорит человеческим голосом: «Ах, Иван-царевич, пожалей меня, брось меня в синее море». Он пожалел щуку, бросил в море и сам пошел берегом. Долго ли, коротко ли, прикатился клубочек к лесу. Там стоит избушка на курьих ножках, кругом себя поворачивается. «Избушка, избушка, стань по-старому, как мать поставила, к лесу задом, ко мне передом». Избушка повернулась к нему передом, к лесу задом. Иван-царевич зашел в нее. Видит, на печи на 9 кирпиче лежит баба-яга, костяная нога на полке, а нос в потолок врос. «Зачем, добрый молодец, ко мне ты пожаловал?» — говорит ему баба-яга. А Иван-царевич ей отвечает: «Ах ты старая, ты бы меня прежде напоила, накормила, в бане выпрела, тогда бы и спрашивала». Баба-яга его попарила в бане, напоила, накормила, в постель уложила, а Иван-царевич рассказал ей, что ищет свою жену Василису Премудрую. «Знаю, я знаю, — говорит ему баба-яга, — твоя жена теперь у Кощея Бессмертного. Трудно ее будет достать, нелегко с Кощеем сладить. Его смерть на конце иглы, а игла в яйце, а яйцо в утке, а утка в зайце. Тот заяц сидит в каменном сундуке, а сундук стоит на высоком дубу, а тот дуб Кощей Бессмертный, как свой глаз, бережет». Иван-царевич у бабы-яги переночевал. Наутро она ему указала, где растет высокий дуб. Долго ли, коротко ли, дошел туда Иван-царевич, видит, стоит, шумит высокий дуб. На нем каменный сундук, а достать его трудно. Вдруг, откуда ни взялся, прибежал медведь, выворотил дуб с корнем. Сундук упал и разбился. Из сундука выскочил заяц и наутек во всю прыть, а за ним другой заяц гонится. Нагнал и в клочки разорвал. А из зайца вылетела утка, поднялась высоко под самое небо. Глядь, на нее селезень кинулся. И как ударит ее, утка яйцо выронил, упало яйцо в синее море. Тут Иван-царевич залился горькими слезами. Где же в море яйцо найти? А вдруг подплывет к берегу щука и держит яйцо в зубах. Иван-царевич разбил яйцо, достал иголку и давай у нее конец ломать. Он ломает, а Кощей Бессмертный бьется, мечется. Сколько ни бился, ни метался Кощей, сломал Иван-царевич у иглы конец. Пришлось Кощею помереть. Иван-царевич пошел в Кощеевы палаты белокаменные. Выбежала к нему Василиса Премудрая, поцеловала его в уста сахарные. Иван-царевич с Василисой Премудрой воротились домой и жили долго и счастливо до глубокой старости.